Ху из Путин висит в воздухе. Господа, я ухожу на пенсию, все. Я вышел в отставку. Вот там молодые идут, вот они будут работать. Ты не Вильгельм Шенрок, а какой-то Вильгельм Шенрок 2, второй. Какого хрена мое сознание не совпадает с моим бытием? Ты самодостаточен, ты полон энергетики, драйва, ты вообще крутой парень. И мои амбиции, не реализованные как художника, будут просто вот искрить, вот бесконечно искрить, как провода во время грозы. Острее, острее надо, перестройка. Ну а про искусство, ну кому оно интересно? И когда гласность и перестройку объявили, ой, ну тут уж волна, то мы выступали, бунтовали в городе Новороссийске, это отдельный рассказ. И нас все время подстригали, все время корректировали, все время сжимали, чтобы мы не выходили за предел. А это вдруг в один день, рассказываю. Стучат в мастерскую. Что такое? Ребята, вы написали материал для газеты? Не пойдет. Как не пойдет? Острее, острее надо, перестройка, революция. Пожалуйста, раз острее. Там куча ошибок, там фамилии переврали. Но такая уже крепкая, река впадает в телевизор. Там, фу, все к чертовой матери, летит. Новая эстетика, свобода. Ну вот буквально, вот как вот с красными флагами бегали во время революции. И получалось все как-то прям так хорошо. А тут вдруг, погоди, с одной стороны хорошо, а с другой стороны бюрократия та же, сидит в тех же креслах, в тех же кабинетах, в тех же зданиях. И как-то эта революция пробуксовывает. О, нет, надо в Москву. Провинция это такая ерунда. Все, в Москву, все. Заколотили гвозди, мастерскую, двери, все ушли на фронт, улетели. И там рисовали? В Москву. Да. Ну и в Москве уже, да, адаптировались. Ну как адаптировались? Как в те времена это получалось у тех, кто с самого низа ползет. И таким образом мы оказались, так скажем, транзитом сразу через Москву в Швецию. Да, ну вот. Ну а можно сказать, что это вот был пик вообще такой ожидания известности? Можно сказать, да, потому что это время революции в стране, начало 90-х, когда с одной стороны все обрушилось у кого-то, а с другой стороны всех кого-то подбросило вверх. Вот такая вот разница, просто вот колоссальная. Ну вас подбросило? Да, нас подбросило. В Швеции сколько вы картин привезли и сколько? Ну, выставили, мы работали там 3 месяца, не покладая рук, на выставку, и все картины были проданы. Ну, сколько? Это... Десятки, сотни это картин? Ну, 50? Назовем сотни это. То невероятный случай, никто не мог понять в самом городе Мальме, мы выставились, что такое бывает. Нам на выставках так и говорили, слушайте, это чудо, этого не может быть. Такого никогда не бывало, чтобы все картины были проданы. Кого вы купили? Как у вас получилось? Это что? А вы буквально вот на этом пике. Да, а дальше пойдет опять спад. Интерес к России начнет падать. В Америке там чуть раньше. И когда после Швеции Наталья оказалась в Америке, там еще вроде бы подъем был, вроде бы. Но вот этого движения инерционного вверх уже и не было. И вот почему ее пустили, меня нет, хотя у нас заявка была на двоих. И с тех пор, вот с тех времен, мы оказались отчасти в том мире, в каком живем сегодня. Ну, можно сказать, что потом какой-то тихий такой как бы спад и угасание вот именно внешнего внимания, не знаю. Нет, нельзя. Потому что на внешнее внимание, потому что на внешнее внимание ты научился плевать. Ты понял, почему, давай так выразимся, почему все двери закрыты. Почему доступа нет нигде. Ну так почему? Ты понял, почему все устроено именно таким образом. А почему? И вот эта каверза, давай подскажем. Метафизика чрезвычайно приятна. Ну так почему? Что это? Связи? Это что? Погодите. Лицо не то, рост? Стойте. Ну, давайте так, подсказка. Может, талант не тот? Стойте, подсказка вам нужна. Вот в Англии
молодые художники заканчивают учебное заведение. И Саачи делает выставку под названием, а это рекламный, «Трюкач мощнейший, наглец и прохиндей, супергалерист». Устраивает выставку на весь мир, господа, не на одну Москву, на весь мир. Американский, английский и европейский. Про то, что, знаете что, сенсация. В Англии родились и воспитаны молодые гении. И как вы думаете, работы молодых гениев Саачи купил чуть раньше, когда они ничего не стоили? Вероятно. Да? Ну, правильно. А потом, когда произошла сенсация и бум в этом, знаете, коммерчески рыночном, превосходном мире, все прозвучало, вот она, сенсация явлена. Эти работы, их цены взлетели, ну, вы понимаете, до каких высот, да? Это вот вам маленькая история того, как современное искусство ныне работает в прекрасной, демократической, рыночной обстановке. Не будем далеко ходить. Наша, ну так вот называемая семибанкирщина и прочее, там, купила там игрушки дорогие, там, я без подробностей, ладно, там самолеты, яхты, там виллы, вложила кучу денег туда, и их пустили за игровой стол, ну русские, то, ну, они же симпатичные парни, ведь правда же, да? Погоди, стоп. А потом как-то кто-то где-то не сговорился, и как-то и яхты как-то раз пришвартовали, и как что-то самолеты не взлетают, и на виллу, которая вроде бы уже тебе не принадлежит, ты как-то сбой в матрице пошел. Так это в мировой политике. Ну а про искусство, ну кому оно интересно? Про картинки, да вообще никому. Современное искусство вторично, все оно поддельное, как и политика. Вот я позволю себе далеко не ходить, я буду банален, предельно лапидарен и скучен. Мне сильно не нравится, когда в Европе бомбят, когда бросают настоящие бомбы на настоящие дома. И не надо мне рассказывать про геополитику. Мне это не нравится, как в молодости не нравилось строительство социальное. Я имею на это право. Итак, мне не нравится, как бомбят в Европе. Теперь, мне не нравятся художники политические нынешнего времени. Ну, мне не нравится Байден. Могу я себе это позволить? На мой взгляд, это невыразительный президент. Ну, не самый, так скажем, тонко действующий, эстетический. Могу. Мне не нравится Макрон, президент. И вообще, мне не нравится вот эта вся суета в Евросоюзе. Да я понимаю, я не профессионал, нет. Ведь я то с точки зрения только искусства, только эстетики. Я ни в коем случае не на мироустройство. Ради Бога, живите, устраивайте мир, как хотите. Но вопрос, ху из Путин висит в воздухе. Мать твою, но ведь я живу рядом с тем, кто есть ху из Путин. И я, конечно, виновен в том, что сегодня происходит в мире. Конечно же, это все и я тоже сделал. Конечно. И когда так умело дирижируют такими материями, как геополитика, я просто затыкаю уши, закрываю глаза и говорю, что я ничего не понимаю и не знаю. Но внешняя позиция того, что мне явлено, внешняя картинка меня утомляет, чрезвычайно утомляет. Мне не нравится происходящее в мире, и я уверен, нас 8 миллиардов, из них 7 миллиардов 999 миллионов считают, что картинка плохая.
Возможно, я ошибаюсь. Возможно, расклад несколько иной. И половина считает, что в мире так и должно быть, как это идет. А вот другая половина считает, что нет. И уже одно это говорит о том, что мы живем в неблагополучной среде. А я голосую за то, чтобы мы жили в благополучной среде. Я художник, хочу идеала. И до тех пор, пока мне не будут явлены вот эти политически яркие фигуры, которые умеют играть за столом в красивые игры, до тех пор я позволю себе быть недовольным. Да, и мои амбиции, не реализованные как художника, будут просто вот искрить, вот бесконечно искрить, как провода во время грозы. Да это что ж за безобразие такое, когда нет людей, способных привести общественную вот эту суетность к какому-то порядку. Но хорошо вот так вот за чайным столиком размышлять о том, что это можно сделать. Казалось бы, можно сделать. А ведь на самом деле нет, 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 нет. Мир чрезвычайно сложен. И не так все просто, как нам кажется. Поэтому надо эти все дыры затыкать чем? Правильно. Санкциями, 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 санкциями. И, пожалуйста, не перебивайте меня. Санкциями, санкциями. Как это весело. Смотри, знаешь, я вот тебя слушаю, и сейчас вот у меня такая картина складывается, что ты художник, как бы, ты всю жизнь как бы жил как бы в мире художественном, при этом начиная с детства, ты постоянно как бы апеллируешь и пытаешься что-то доказать как бы внешнему миру, обществу. Совершенно верно. Ну, спасибо. зачем так? Да затем, что сердце устроено так, и душа, что оно не может смириться с материальной подвижкой мира, вот с этой подкладкой. Нас научили в школе тому, что бытие определяет сознание. И когда у меня сознание проклюнулось, и я обратился к бытию, бытие, что с тобой? Какого хрена мое сознание не совпадает с моим бытием? Бытие мне сказала: знаешь, друг, разбирайся со своим сознанием сам и приводи его в согласие с моим материальным миром. Все, нет проблем. И с тех пор я знаю, где моя дорога, какой она должна быть, и что я должен видеть на экране геополитического широкого формата. Ну, не внешним же миром ты живешь. То есть нет мира. Где, как твои картины вообще коррелируются? То есть там же нету, там твои картины, это не лозунги, как они скоррелируют с этим социальным? Для меня это загадка, я не могу понять. Вот когда вы оказываетесь в больших музеях, когда вы оказываетесь в Метрополитен-музее, в Мадриде, в Лувре, в Эрмитаже, вы спрашиваете у себя, каким образом... Я наслаждаюсь этими картинами. Так вот и наслаждайтесь моими картинами. Я подсказку делаю. Чтобы вам наслаждаться моими картинами, для этого вы должны либо устроить выставку, какую сделал Сачи, сенсация, открыты молодые художники, гении, прежде скупить все эти работы, чтобы потом их перепродавать, и так далее. То есть кто-то должен вот эту галерею пробить, отрекламировать ее как следует, это называется маркетингом, запустить в рынок, мы же сегодня все в рынке с вами, да? И после этого мои картины, которые пока еще не явлены, пока не были выставлены там в Базеле, там, на Венецианской фестивале, где бы то ни было, в Майами, там, неважно. Пока этим не занимаются серьезные маршаны, это другой разговор, мой дорогой, любезный вопрошатель. Я не могу вам открыть на это глаза, потому что это производство специфическое, оно иного рода. И вы спрашиваете вот про что. Я ваш вопрос расшифрую. Дорогой Вильгельм, вы рассказываете мне хорошие сказки про то, какой вы художник, как вы замечательно все творите, только вот что-то вашего искусства я не вижу. Я говорю, стойте, погодите, вы думаете что? Что искусство можно вот так вот, знаете, форточку открыть, да, и как листовки вот выбросить наружу, и полетят они по всему белу свету, и будет все явно, ведь это же не так. Я что-то вашего вопроса не могу понять. Ответ у меня таков.
поскольку я всегда работал на пределе своих возможностей, всегда работал на пределе того, чтобы истина открывалась мне в полном своем состоянии, и я был удовлетворен этим открытием, я понимал бы, да, это правда, я никогда не буду полумерами довольствоваться. Так вот, поскольку я всю жизнь шел по этой дороге, мне казалось, что что-то на этом пути я непременно должен был открыть и сделать. И когда будет время иного порядка, иного свойства и иной сложности, и когда в галереях не будут выставлять просто писсуары, которые называют фонтанами, не будут выставлять кучу мусора, не будут выставлять кучу хлама, я уверен, это все надо. Это говорит о сегодняшнем меркантильном, грязном и пошлом дне. Ради Бога. Только я не купаюсь в этом, простите за слово, мирде. Вот. А придут новые времена, но мы с вами уже не сможем разговаривать, сидя за этим столом. И они нам скажут о другом. И вот тогда те картины, которые сегодня миру не явлены, будут проявлены, будут известны и будут видимы. И будут удивлены тому, что, Бог ты мой, как же так? В свое время Вильгельма Шенрока проморгали. Стойте, а разве не моргали там, Баха, Вермеера, Ван Гога, да и массу более достойных художников и деятелей искусств, чем это вот, может быть на сегодняшний день. То есть это обычное свойство времени, обычное равнодушие, обычная суетность, обычный час пик, когда размножение, а нас 8 миллиардов, в ускоренными темпами стремится к тому, чтобы нивелировать многие проблемы. Не случайно ведь проблема и стоит вот там вот буквально за плечами, где, сказать, уже завтра машины будут делать то самое искусство, которое на сегодняшний день устарело, и его надо делать в каких-то новых формах. И пошло, поехало. Здесь мы можем говорить бесконечно. Ты либо уверен в том, что ты делаешь, либо подай заявление на увольнение. Скажи, все, господа, я ухожу на пенсию, все, я вышел в отставку. Вот там молодые идут, вот они будут работать, пусть они работают с этим и с чем угодно. А я свое уже отработал, я уже сделал, я свои вещи как бы написал, создал. Ну а художнику, для которого вот это массовое такое признание, как, ну в общем, таком признанном смысле, как бы не явлено, для такого художника достаточно внутренней вот уверенности, как бы и силы. Ты как бы вот ту силу, с которой ты сопротивлялся этой жизни, как бы она, получается, тебя и ведет дальше и наполняет. С одной стороны, безусловно, достаточно. В любом шаге ты знаешь, что твой шаг последний, и он верно сделан. С одной стороны. А с другой стороны, ну, какой художник не мечтал бы о том, чтобы его вещи были выставлены должным образом, чтобы он был отмечен должным вниманием и оценен публикой, чтобы критика добросовестная, профессиональная и порядочная вдоль и поперек исследовала твои работы и так далее. Чтобы ты находился в жизни на своем исконно заслуженном месте, а не просто где-то в подвале, где-то в неведомых каких-то вариантах. Конечно, нет. Так что вот здесь два ответа. С одной стороны, ты всегда знаешь себе цену, ты всегда знаешь, чем ты занимаешься по-настоящему, а с другой стороны, реальность всегда будет над тобой похихикивать. Ну, не случайно сказано, вот заяви о своих планах Господу Богу, и Он посмеется над тобой. То есть, какими бы мы ни были настоящими, какими бы мы ни были подлинными, как бы мы добросовестно ни трудились, но всегда надо, чтобы мы соприкасались с действительностью. И когда папа говорит Микеланджело, знаешь, друг, покрась мне, пожалуйста, потолок. Он красит потолок, но как-то так хорошо, что это является образцом в искусстве. Но не для всех. Там опять своя свара, свои выяснения, опять бьют в лицо по носу его сварать. Ну, то есть, человеческое, слишком человеческое. И если находится хотя бы пару человек, если находится любимые, которые знают, во имя чего и почему ты живешь именно таким способом и верят в тебя, этого более чем достаточно для жизни. Ну, по большому счету. Конечно, хотелось бы преобразовать мир. Конечно, не хотелось бы, чтобы он был таким, каков он есть. Подчеркиваю, на сегодняшний день по-прежнему летят какие-то бомбы, снаряды, гибнут молодые люди. Ну, если мы смотрим какие-то ролики, в Киеве
кушают мороженое, какие-то там молодые люди, мальчики и девочки. В Москве сидят в кафе. То есть война идет, но война виртуальная, война скрытая, война не касающаяся нас. Как не принято говорить о очень серьезных вещах, о смерти, о смысле жизни, мать твою, о любви. Но надо говорить о том, что ты достоин жить на яркой стороне, что ты самодостаточен, ты полон энергетики, драйва, ты вообще крутой парень. И вообще без 5 минут президент какой-то там банановой республики. То ты вообще как бы не интересен. Потому что вот гаджет, вот железка, вот, с которой мы все носим, она призвана к тому, чтобы быть зеркалом, в которое мы смотрим, и свой этот обезьяний лик видим царственным. Боже, какой же я прекрасный. Господи, как же я хорош. Ну, про гаджеты мы с тобой поговорим. У меня Поговорим, отдельная хорошо. передача будет Да, про да. это. Сегодня мы про амбиции. Да, про амбиции. Но Про амбиции просто вот два ну слова. давай. Два слова про амбиции. Если вы живой человек, у вас есть сердце. Я уверен, что оно есть. Если вы живой человек, да, где-то там, да. Если вы живой человек, у вас к этому сердцу приделали душу в какое-то время, и вы не одинок. Вон там где-то идет на той стороне улицы такая же с сердцем, с душой, такая же живая, настоящая. И вдруг у вас чувства возникли. И вы, каждый из вас, ты и она, говорите о том, что ваши чувства подлинные. Не просто вот сиюминутные. Встретились, поцеловались, разбежались. Нет. Они настоящие. Это гармония вечного. Вы рожаете детей, вы верите в сказку волшебства жизни, и вы с большой буквы это чувство называете любовью. Вот даже вот этого зерна достаточно для того, чтобы жизнь имела цену. Ваше личное слово о том, что вы находитесь в состоянии истинного переживания великого чувства любви, дружбы, мира, согласия со Вселенной и с социумом. И на это вы и работаете днем и ночью. И как поэт, и как художник, и как, мать вашу, политик. Ну а видишь ли ты какие-то проблески того, что, вот как ты говоришь, эта система, Конечно. как бы существование вот этой культуры, Конечно. художественной галереи, что она изменится и что Конечно, как бы она будет смыта какой-то новой системой? В этом смысле мы живем в великое время уже только потому, что оно сдвинулось. То есть силы обнаружили свои свойства. И вот это противостояние – это не та ситуация, когда мир застыл в предгрозовом свойстве, и черные, темные облака просто вот идут из-за горизонта. Идут и идут, предвкушая, что скоро-скоро грянет гром и полетят молнии. Гром уже гремит вовсю, и наше счастье, что наши ушки еще слушают тонкую музыку. Вовсю летят молнии, и наше счастье, что наши глаза умеют видеть эстетическое. То есть время прекрасно создано для того, чтобы размышление в чистом виде сумело осуществлять себя и делать выбор того, что является правильным для каждого из нас. Нас 8 миллиардов. И если каждый через гаджет, через общение друг с другом придет к тому, что он настоящий, полноценный и великий человек, то всякая шваль политическая, которая управляет сегодня миром и пользуется там тем, что подставляет одних деятелей под других и вообще ведет эти как бы войны, она просто будет смыта этой волной подлинного. И такой день, я думаю, не за горами. Просто нам не повезло в том, что человеческая жизнь слишком коротка. Пожалуйста, добавьте мне лет 400, и вам я советую еще лет 600. И мы окажемся вот буквально завтра, ну, в этом метафорическом времени, уже в другом обществе. И наш сегодняшний день будет казаться, ну, шелухой, семечкой, по сравнению с тем, что должно было бы быть и на самом деле происходит. Но мы пока что этого не видим, не ощущаем. Это как, допустим, вот чумные годы там, в Европе, когда люди гибли, ну или далеко не будем ходить, там, грипп в начале 19 века, испанка, который косил. Так и сегодня косят кому надо, косят.
Давай последний вопрос нашей беседы. Такой, забежим вперед, да, в то время, когда нас не будет, ни меня, ни тебя. Такой продленный призрак бытия нашего. Вот представь, что ты не Вильгельм Шенрок, а какой-то Вильгельм Шенрок 2, второй. Вот, твои картины выставляются, ты стал известно. Вот как бы ты описал творчество и вот наполнение картин вот этого Вильгельма Шенрока, который был кем-то не тобой? Ну, во-первых, я опять бы, как в детстве, вдруг обнаружил, что мое сознание безмерно, что проблемы сознания нет. Сегодня она поставлена как вопрос, что такое сознание, наука не может на него ответить. А бытие отвечает, оно вдруг взрывает в нас наше состояние немоты, потому что мы пришли откуда-то и не знаем как и каким образом. И взрыв сознания освещает все вокруг. И вот я хотел бы, чтобы мощь этого взрыва совпадала с мощью реальной действительности, когда и космическое пространство беспредельное, и наша маленькая планета голубая и красивая были одним целым, и чтобы мы чувствовали масштаб переживания величия и красоты жизни по-настоящему, а не меркантильно, не в суетности потребительских ритмов и режимов, когда мы говорим, да, идеологию надо запретить, рынок сделает все, ага, и пошло, поехало. Вот я хотел бы, чтобы это навсегда ушло, и мы оказались как младенцы перед первозданной красотой самоощущения, величия того, что божественное есть в каждом из нас, и оно совпадает вот с этим ожиданием того, что есть вокруг. Ведь мы же знаем, что бесконечно огромное совпадает с бесконечно малым, и что все есть единое целое. И спасибо науке хотя бы за то, что она поэтически говорит, господа, мы живем в мультивселенных. Сегодня мы разговариваем здесь с тобой так, а в параллельной вселенной, или в той их бесконечно количество, мы разговариваем несколько иначе. И все это в совершенно идеальных вариантах. Нигде никаких пошлых и мелких конфликтов быта просто нет и быть не может. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Скоро увидимся. До новых встреч!